Не так давно один мой знакомый, знаете, из числа тех, кто ходит в вузы за знаниями по программированию, задал такой вопрос. А зачем нужно объектно-ориентированное программирование, если можно использовать функциональное? В тот момент меня это позабавило, но потом я задумался о том, что ведь и правда. Многие учат ООП, не понимая зачем и в чем в целом его преимущество, проблемы и, так скажем, революционность. И, черт возьми, так ли это ООП, которое нам все эти года пропагандировали, непогрешимо? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Бебра, не забудь поставить лайк и подписаться на мой Телеграм и Бусти. Сегодня у нас невероятно интересная тема. Погнали! Итак, расставим все точки над «и». Объектно-ориентированный подход к разработке был придуман в 70-х годах прошлого столетия, и он используется до сих пор. Вдумайтесь, почти во всех популярных в данный момент языках и средствах разработки ООП используется в качестве главного принципа организации кода. Но ведь прошло уже 50 лет, и почему до сих пор используют именно объектно-ориентированный подход? Почему не придумали что-то новое, еще более, как я сказал, революционное? Сначала разберемся, почему кому-то пришло в голову, что его код плохо организован, и он вдруг захотел, чтобы он выглядел по-другому, и почему до этого момента такой проблемы не возникало. Все дело в том, что с ростом IT-индустрии программы становились все больше и больше, и если 100 или даже 500 строк в функциональном программировании не представляли проблемы, то когда программа достигала внушительных размеров типа строк 1000 или даже 5000, то уже становилось сложно поддерживать и отлаживать ее. Вдобавок, мышление программиста всегда должно было строиться на том, как думает компьютер, и это создавало дополнительные неудобства. ООП по своей сути должно решать все эти проблемы. Этот принцип позволил программисту взглянуть на свой код по-новому, то есть не думать как компьютер, а скорее наоборот, заставить компьютер думать как человек. Сейчас объясню. Сама концепция ООП основана на построении структуры кода через классы и объекты, то есть приближает эту самую структуру кода к тому, как устроены вещи в реальном мире. Как это работает? Предположим, что я хочу машину. Тогда я рекламирую свой Boosty. Да-да. Итак, вот я хочу рассказать о своем желании, что я хочу купить автомобиль какому-то знакомому. И когда я говорю об этом под словом «машина», я подразумеваю машину в принципе. Не какую-то конкретную машину, а просто я хочу купить себе средство передвижения на 4 колесах с двигателем, и прочими атрибутами обыкновенной человеческой машины. Где ваше средство передвижения повышенной опасности? Этим общим описанием и является класс. Когда же я выбираю машины на... Тут подошла бы реклама какого-нибудь автопортала, но ни один мне не задонатил. Это была бы лучшая интеграция в моей жизни, хотя потому что она была бы первой. Так вот, когда я выбираю себе машину, я выбираю ее из конкретных вариантов. Например, красную Audi R8 или черный ВАЗ-2101. Вот это разброс. И вот, реально существующие машины и являются объектами. То есть, еще раз, класс описывает все машины в целом. Он описывает в целом, что существует такая штука, как автомобиль, и не описывает какую-то конкретную модель, в то время как объект описывает конкретную машину. Да, на бумаге ООП всегда звучало здорово. Всякие иерархии животных, автомобилей и тому подобного шлака, используемого при обучении программированию, превратили этот подход во что-то непогрешимое в умах людей. Но так ли все идеально? Я выделил несколько проблем ООП, которые постарался подробно описать. Вдобавок я скажу, что я постарался подобрать самые понятные из них для относительного новичка. Первая проблема: ООП заставляет строить сложные структуры. Чтобы понять суть этой проблемы, давай разберемся в том, какие цели вообще преследуются при разработке программного обеспечения. Или обеспечения, неважно. Во-первых, код должно быть легко отлаживать. Во-вторых, легко поддерживать, то есть добавлять что-то новое. В-третьих, код должен оставаться понятным для других. И в итоге все это сводится к построению надежного кода. В этом и есть основная суть – надежность. Достаточно легко сделать вывод, что все эти задачи решаются простотой кода. Следовательно, главная задача разработчиков – снижение сложности кода. Вот только это вообще не про ООП. Объектно-ориентированные программы постоянно растут с добавлением нового функционала. И как я говорил на одном из своих стримов, в ООП всегда есть место абстракциям. То есть любая программа может разрастаться почти до бесконечности. И так уж случается на практике, что объектно-ориентированная программа почти никогда не уменьшается. Просто потому, что дешевле построить код над уже готовым кодом, чем переписывать его часть почти с полного нуля. Особенно если писал изначально этот код кто-то другой.
Эту проблему должны были решить паттерны проектирования, но в реальности они только еще сильнее усложнили код. И в целом, в дальнейшем моем рассказе ты сможешь уловить одну главную мысль. То, что должно было сделать программирование простым, сделало его еще сложнее. Рост объектно-ориентированных программ порождает следующий минус – перекрестные ссылки. Представим, что мы пишем игру, и в ней есть класс вампир. Когда он атакует противника, ему восстанавливается здоровье на урон, который он нанес. Какой же метод в нашей структуре должен отвечать за нанесение урона? Метод в классе вампир? Но ведь он только производит действие удар, а урон по сути передается в существо, которое будет атаковано. Тогда может у противника создать метод damage? А как тогда нанесенный урон будет оказываться в классе вампира для восстановления хп? А как быть, если еще есть оружие? Это сильно упрощенный пример, который в реальности превращает ООП в сущий ад ссылок и перекрестных взаимодействий. Другой минус – геттеры и сеттеры, которые рекламируются нам как управление доступом. На самом деле они являются просто ненужным усложнением кода. В современных языках программирования это уже осознали и синтаксически отказались от них. Ярким примером этого является Kotlin, в котором программист не пишет явных геттеров и сеттеров. И подобных минусов у объектно-ориентированного программирования достаточно много. Среди них чрезмерная инкапсуляция, мотивирование к оверинжинирингу, низкая производительность в отдельных случаях и другие. Если я буду описывать их все, и без того достаточно долгое для моего канала видео растянется еще сильнее. Но как же решить проблему ООП? Что использовать тогда, если не ООП? Тут надо понимать, что программисты сами создали для себя все вышеописанные проблемы, а всякие недотуторы на ютубе продвинули их и возвели в абсолют. Конечно, все приходит с опытом, и в будущем ты выработаешь свой собственный стиль, который позволит избежать этих проблем. Но зачем тогда преподавать новичкам эти принципы и заставлять их самих разгребать то, что на них вывалили? Именно над этим вопросом я и предлагаю тебе задуматься. Оставлю тебя наедине со своими мыслями и напомню, что их ты можешь высказать в комментариях. А тут был Бебра и мое мнение про ООП. Спасибо за просмотр. Пока.